Хорошо. Уважаемые дамы и господа, пожалуйста, продолжаем. Сегодня мы приступаем к изучению следующей темы. Тема вторая – личность и ее формирование. Тема вторая – личность и ее формирование. Несколько слов по теме в целом. Подавляющее большинство, практически все хотели бы, чтобы все было хорошо. У них хорошо, на душе хорошо, в жизни хорошо, в стране хорошо. Но большинство не верит, что это возможно, поэтому особо ничего не делает, чтобы изменить себя, свою жизнь, и плывет по течению. Большинство. 97% по статистике перед собой не ставят никаких жизненных целей особых. Часть, если ставит цели, то в основном это внешние цели, связанные прежде всего карьера и личная жизнь в большинстве случаев. Меньшинство понимает, чтобы достичь чего-то в жизни, ты должен начинать с себя, потому что пока ты слаб, у тебя нет шансов. Тяжело или невозможно изменить другого человека, но себя изменить ты можешь. Поэтому меньшинство понимает, что ключ в тебе. Они целенаправленно вкладывают усилия в собственное изменение. И они становятся сильнее, умнее, профессиональнее, быстрее. И они, собственно, и достигают основных результатов в жизни, самых больших результатов. И цели данной темы – 5 занятий. Первое – показать, почему человек становится таким, вот, как вы есть сегодня, или любой другой человек. Почему он становится таким, какой он есть. Это первое занятие, сегодняшнее занятие. Оно будет посвящено формированию личности, этапам формирования личности. И, собственно, на какие ключевые вопросы нужно ответить, чтобы твои возможности качественно могли бы вырасти. Что нужно для перехода от одного состояния, от одного этапа, скажем, взрослости, зрелости, успешности, силы, с одного этапа на другой. Вторая основная цель – показать основные оценки человека, характеристики человека и в соответствии с этим, какие он получает возможности в жизни. По большому счету, какие он получает типы судьбы или варианты судьбы в зависимости от того, вот каким он становится. Второе занятие посвящено уровням развития. Это фактически уровни силы. И каждый уровень силы определяет уровень судьбы, да, определяет высоту, на которую человек в принципе способен подняться, если он достигает соответствующих показателей. Если он не достигает, он не может подняться, как правило. И третье занятие – это позитивность человека. Это добро, зло, достойно, недостойно, что ведет к счастью и ко всему хорошему, что ведет к страданиям и приличному желанию отомстить тебе за причиненный вред у приличной аудитории, у приличного числа людей. Поэтому позитивность. И третья основная цель – показать не все, но, по крайней мере, ключевые направления, что нужно делать для получения соответствующих обозначенных результатов. Четвертое занятие – это основные задачи развития, в какой-то мере близко к тому, что мы проходили сегодня. И пятое занятие – то, что недооценивается в подавляющем большинстве случаев и в школе, и в обществе, и в тренинговых компаниях – это творчество и его роль в изменении себя. Это по теме в целом. Пожалуйста, первое занятие – этапы формирования личности. Первое занятие – этапы формирования личности. По данному занятию
прежде всего, какие задачи перед нами стоят. То есть для чего нужна эта информация? Все люди разные, и поэтому задача первая — понять, а почему ты такой, да? Почему ты получился таким, а не другим. На чем это держится? Каковы причины? Если ты понимаешь причины, ты понимаешь тогда, что нужно изменять. Кто повлиял на твое формирование? Если человек понимает, что это люди, это события, это образование, это среда, то, анализируя то, через что он проходил, он получает ключи к изменению себя, своего сознания, своего мышления, своего поведения. Скажем, если человек понимает, какое влияние оказывают родители, очень легко анализировать их поведение и понимать, что там хорошо и что плохо. И очень многое, что есть в их поведении, тем или иным образом отражается в человеке. Да, и, как правило, во многих случаях дети повторяют судьбу своих родителей. Во многих случаях, скажем, мама-одиночка воспитывает ребенка, вот у нее отношения, во многих случаях все мужики, извините, гады, вот, дочка с таким же девизом по жизни идет и такую же судьбу получает. Тяжело с такими программами, да, выстроить личную жизнь. Или невозможно, чтобы она была, по крайней мере, счастливой. Да? Когда человек понимает, в чем проблема, с ней можно работать, с этой проблемой. Поэтому первое — понять, да, почему вот человек такой. Второе — понять, вот для того, чтобы человек поднимался по этапам, на какие самые важные вопросы нужно отвечать, какие самые важные условия нужно выполнить. Конечно, это не маленькая тема, мы ее обозначаем, как и все остальные занятия, в первом приближении, и не все факторы мы рассматриваем, но, по крайней мере, ключевые из них нужно рассмотреть. И мы их и рассмотрим. По этапам формирования личности, конечно, в обществе существует множество всевозможных моделей, и каждая из этих моделей рассматривает человека под своим углом зрения. Поэтому нам нужно определить, с какой точки зрения мы изучаем эту тему. Вот, скажем, модели материалистические, и на предыдущих занятиях мы говорили, они рассматривают человека каким образом? Вот возраст. Меняется возраст, происходят какие-то изменения, в том числе физиологические, что происходит с человеком, да, и как это влияет на его поведение, мышление, самооценку и так далее. Или как развивается либидо, каким проблемам оно ведет и так далее. И опять же мы с вами говорили, что в большинстве случаев это, с одной стороны, оно объективно существует, но это не ключевые факторы, влияющие на формирование личности, на мышление человека, на решение, на его движение по пути жизни. Да, вот, материализм рассматривает человека с этих позиций. Реально на него в большей степени влияет не это, а система воспитания, да, информация, в которой человек находится. Да, общеизвестное выражение: что бы вы ни делали, ваши дети все равно будут похожи на вас. Можете сколько угодно читать мораль, они будут делать то, как вы себя ведете. Копировать интонации, взгляды, убеждения, общение, привычки. Да? Потому что просто информация. Эта информация еще нас с нажимом провоцирует обиду, несогласие, сопротивление. А так вот человек себя ведет, его копируют с интонациями, с движениями, во всех его проявлениях. Да? Поэтому желаешь блага своим детям, начни с себя. По-другому не получится. По-другому не получится. Поэтому, если брать духовные системы, они говорят, от чего зависит формирование? От системы воспитания. Поэтому, если ты родился в семье рыцаря, есть четкая схема движения вверх. Да, сначала тебя воспитывают родители, потом тебе дают наставника, да, потом ты какую-то подготовку проходишь, посвящаешься в рыцари, если за тобой есть значимые заслуги.
получаешь некоторые права, ты опозорился, твоя честь запятнана, тебя лишают прав, да, ты изгой, ну, там, в зависимости от ситуации, или в монастырь сослали, да, или анафеме предали. Вот система воспитания, она определяет, как ведет себя человек. А кто-то посвящает свою жизнь деньгам. Если это рыцарь, то может давать обет бедности, не значит, что он бедный. Да? Но деньги это не важно, у него более высокие цели. Поэтому по отношению к любым проявлениям жизни, к деньгам, там, к интимным удовольствиям, к власти, к славе, к чему угодно, каждый человек реагирует в зависимости от того, какую систему подготовки он прошел, какое у него воспитание. И для одного это может быть самое главное, для другого это может быть зло. Или оно ничего не стоит. Для одного сцена это страх, для другого это наслаждение, смысл жизни. Это зависит от того, какое воспитание человек прошел. Огромная вам благодарность за сегодняшнее занятие, вообще за всю эту, за все эти вот теоретические блоки, потому что я вот уже закончила обучение, но, честно говоря, с таким интересом никогда в жизни на лекциях не сидела, как слушаю вас. И хочется вот каждую, всю информацию впитывать, и чтобы просто она укладывалась, никуда не вылетала. И я хотела вас отдельно поблагодарить за периодизацию, которую вы сегодня показывали, как формируется личность. Потому что вот вспоминая то, что я изучила в университете, там все было хорошо, все прекрасно, ни на кого не обижаюсь, но вот знаете, я о чем подумала, когда я думаю, почему, допустим, я не такая, как, допустим, там другие успешные люди, почему я не миллионер, я понимаю, что тут дело как бы не какой-то там оральной там фиксации, там, не каких-то там стадиях, потому что меня мама грудью неправильно кормила или все, что там мне рассказывали в университете. Я понимаю, что проблема намного-то глубже. Вот, и сегодня, знаете, я всегда слушала все, что рассказывали в университете, с некоторым скепсисом, то есть, хорошо, существует, хорошо, это так думает. А сегодня я, слушая вот то, что рассказывали вы, я понимала, что это же можно приложить на жизнь, это же реально работает. И мы отмечали вот в кругу, что можно отметить, на каком этапе ты сейчас находишься, и ты реально понимаешь, куда тебе двигаться, и понимаешь, с чем тебе работать. То есть для тебя жизнь как бы становится такой, как полуоткрытой книгой, да, и ты понимаешь, как можно добиться успеха. Потому что, изучая все остальные теории, я не понимала, как этого добиться, да и цели там у них такой не было. Поэтому спасибо вам огромное за ваше обучение, за ваши знания, за ваши цели, за то, что мы можем к этому прикоснуться. Спасибо. Благодарю. Михаил Юрьевич, огромная вам благодарность за простоту и глубину изложения, потому что я в какой-то момент вот посмотрел на те пункты, которые мы писали по этапам, и каждый из них, он фактически как в таком сжатом виде, как алгоритм того, что, собственно, делать на этом этапе. Огромная благодарность, потому что эту тему мы уже не один и не два раза касались, но очень, очень ценная. И большое спасибо за творчество, потому что вот дошло, что главный герой Духа рыцарства отвечает на вопрос «Кто я?». И получается, независимо от того, где находится каждый из нас, такого уровня глубины ответа на этот вопрос у нас еще нет. И это как раз позволяет закрыть вот те хвосты, чтобы и твоя тренировка, и твоя самореализация, собственно, все цели твоей жизни, они были максимально высокого и достойного уровня. Спасибо огромное. Спасибо. Все, кто сражается на наших занятиях и в жизни. Молодцы! 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 Молодцы!